Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, узорчики универсальные. Какая пряжа у вас есть, такой и вяжете свои образцы. Единственное, правильно выберите крючок. Итак, я рассказываю о пряже, с которой работаю сегодня я. Ализе называется. Шекерим Baby в моточке 100 грамм. Это у нас получается в 100 граммах 320 метров. Идем дальше. Цвет на камеру передается такой же, как он есть на самом деле. Называется 188. Это по составу стопроцентный акрил. И нам здесь советуют брать, смотрите, спицы, да, видите, нарисованы спицы. 3-4. Я сегодня буду вязать вот таким вот крючком. Вот такой вот он длинный, называется тунисский крючок. И номер у этого крючка будет 3,5. Вы точно так же читайте нотацию к вашей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Давайте, например, я наберу 8 раппортов. Это получается 32 воздушные петельки и еще по одной петельке по краям, для того, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я буду набирать 34 воздушные петельки, но вы набирайте, сколько вам будет удобно. Смотрите, какая особенность. Мы тунисский крючок держим как спицу, иначе нам просто будет неудобно. А все остальное то же самое. Итак, вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я буду набирать 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, вот у меня получается петелька на крючке. И я, получается, от этой петельки отсчитываю вторую петельку. 1, 2. Вот, во вторую петельку ныряю, вытягиваю ниточку и держу на крючке. Следующую петельку цепочки точно так же ныряю, вытягиваю ниточку и держу на крючке. И так далее я шагаю по каждой петельке цепочки своей. И вот так вот набираю петельки на крючок. Естественно, сама себя контролирую. Количество петелек на крючке у меня должно быть ровно столько, сколько я набирала петелек в цепочке. То есть, если в моем случае 34 воздушные петельки я набрала, то на крючке должны получиться 34 петельки. Несложно, да? Вы точно так же себя контролируете. И вот так вот со своей скоростью аккуратненько, монотонно набираете петельки на крючок. Угу. Вот. И вот так вот шагаете, шагаете, шагаете до конца ряда. Самостоятельно, несложно у вас получится. Давайте. Так, вот смотрите, набрали мы все наши петельки на крючок, сами себя проконтролировали, посчитали. Теперь мы возвращаемся на начало ряда. Берем крючок как нам удобнее, ближе, дальше, так, и провязываем в начале одну петельку. Далее захватили ниточку, провязываем по 2 петельки. 2 петельки. Захватили ниточку, 2 петельки. И так далее шагаете до начала ряда. Опять же, со своей скоростью, никто вас не гонит. Так? Самое главное, чтобы у вас все получилось. И вот так вот шагаете до начала ряда, провязываете по 2 петельки. Вообще ряд несложный. У вас, по идее, получается вот такая вот, я называю ее гусеничка. Угу. С такими вот капелечками. Все, давайте до начала ряда самостоятельно. В начале ряда я вас встречаю. И продолжаем узорчик дальше. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Все ровненько, аккуратненько. Вот такая вот гусеничка получается. И как мы заканчиваем ряд. Вот, остаются 2 петельки, мы их точно так же провязываем вместе. Все, наш ряд закончен. Далее смотрите внимательно. Будем шагать, получается, под наши капельки. Так, и будем брать наши капельки за переднюю стенку. Какая особенность? Вот наша первая капелька. Взяли за переднюю стенку. Так, крючком вытянули ниточку и постарайтесь немножечко так вот ее подтянуть повыше, да, свободненько повыше. Дальше смотрите. Следующую берем капельку за переднюю стенку. Раз, провязали. Оп, сильно не тянем.
Понятно? Не как первую капельку, петельку. Дальше беремся, следующая петелька, 2, следующая петелька, 3. И теперь наша задача вот эти 3 петельки протянуть все через вот нашу большую петельку, которую мы тянули. Смотрите, аккуратненько берем, вот так вот раз, оп, видите? Вот у нас получился вот такой вот поясочек из нашей первой капельки. Давайте еще раз. Итак, берем вначале за переднюю стенку, так, берем ниточку и ее, ну, стараемся вытянуть максимально, да, это наш будет поясок. А следующие 3 капельки, да, 3 петельки мы не тянем, провязываем. Раз, сильно не тянем. 2 и 3. И вот эти вот 3 наши петельки мы должны будем протянуть через вот эту нашу четвертую, самую первую. Итак, опять их вместе взяли и оп, видите, как поясочек. Вот. Вот такая картина по итогу получается. Не сложно? Давайте еще раз. Итак, первую петельку мы берем, вытягиваем. Ну, как у нас получается максимально, да? Дальше. Следующие 3 просто провязываем. Раз, и не тянем сильно. 2, не тянем сильно. И 3, не тянем сильно. И эти 3 петельки протягиваем все вместе. Раз, через одну большую петельку, самую первую. Оп, получается поясочек. Угу. И вот по итогу вот такие вот получаются у нас интересные, не знаю даже как назовем их, юбочки назовем, да? Вот, все. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Я думаю, не сложно. Пробуйте, обязательно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот такая красота у нас первоначальная получается. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас с вами получается остается последняя вот эта вот петелька. Мы просто насквозь ныряем в эту петельку. Так, и вытягиваем ниточку. Все, наш ряд закончен. Теперь мы должны вернуться на начало нашего ряда. Так, как мы это делаем? Вначале мы провязываем одну петельку. Далее шагаем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Как только вот эти вот петельки наши 3, да, вот эти вот закончились, мы делаем воздушную петельку. Оп. И дальше опять по 2 петельки. Опять 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять воздушная петелька. Угу. Поняли, да, принцип какой? Вот. И опять провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Берете точно так же крючок, как вам удобнее, поближе, подальше. И провязывайте. Воздушная петелька. И опять пошли по 2 петельки. Поняли, да? То есть провязывайте по 2 петельки. Единственное, что вот между нашими, так скажем, поясочками, да, вот этих вот юбочек, делаем одну воздушную петельку. И все. Не сложно? Не сложно. Давайте до начала ряда самостоятельно. И в начале ряда я вас встречаю. Получится очень красиво. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот такая у нас получается красота. Угу. Получилось у вас? И как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали, получается, последнюю петельку. И точно так же сделаем один раз воздушную петельку, а теперь 2 петельки вместе. Все, наш ряд закончен. Далее смотрите внимательно, что мы делаем. Мы ныряем вот в эту арочку из воздушной петельки. Вот так вот делаем ниточку, петельку нашу. А теперь смотрите внимательно. Следующую петельку мы провязываем, вытягиваем ниточку сильно-сильно. А теперь смотрите, набираем точно так же 3 петельки. Раз, 2, а третья у нас будет вот в эту арочку. 3. И вот эти 3 петельки наши мы должны будем протянуть через вот эту. Поняли? Через четвертую. То есть мы провязываем все то же самое, что в первом ряду в нашем, но просто мы смещаем немножко влево, видите? Дальше, следующую петельку мы вот так вот вытягиваем. Она у нас будет первая петелька, которая будет делать поясок нашим 3 петелькам. Опять провязываем точно так же. Раз петелька. Следующая 2 петелька. А третью провязываем в арочку. 3 петелька. И вот эти наши 3 петельки протягиваем через самую первую длинную петельку. Делаем такую юбочку. Поняли, да?
То есть мы провязываем точь-точь, как в первом ряду. Единственное, что смещаем опять первую петельку. Вот она, вытягиваем. Раз, два, и в арочку будет третья. Поняли, да? Раз, два, и в арочку третья петелька. И вот наши 3 петельки точно так же протягиваем все через самую первую длинную петельку, которая делает у нас как бы поясочек для наших юбочек. Вот, вот что должно по итогу получиться. Так, давайте до конца ряда самостоятельно, несложно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали мы практически до конца. Вот такая у нас первоначальная красота. Так, что мы теперь делаем? Вот мы провязали, получается, нашу последнюю юбочку, а дальше у нас мы как бы заканчиваем ряд, и здесь мы уже не будем делать нашу, так скажем, юбочку с поясочком. Смотрите, как мы делаем. Мы первую, получается, петельку просто провязываем, вторую, получается, просто провязываем, третью просто провязываем. И вот, получается, наша кромочная петелька. Мы ныряем в нее насквозь и вытягиваем ниточку. Все, наш ряд вот так вот закончен. Теперь смотрите, какая особенность. Мы будем провязывать сразу же 2 петельки. 2 петельки. И потом, получается, по 2 петельки. А там, получается, когда у нас заканчиваются наши вот эти 3 петельки, мы будем делать опять же воздушную петельку. Раз. Поняли, да? Опять 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. Воздушная. То есть, как в предыдущем ряду. 2 петельки. Берете крючок поудобнее, как вам поближе, подальше, да? 2 петельки, 2 петельки и опять воздушная. Поняли? Все. И вот так вот шагаете, шагаете до начала ряда. А в начале ряда я вас встречу. У вас должна получиться, ну, вот такая вот картина. Все, несложно. Давайте. Самостоятельно до начала ряда у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до начала нашего ряда. Вот что по итогу получается. И заканчиваем ряд точно так же. 2 петельки вместе. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, мы набираем, получается, вот за переднюю стенку нашей капельки. Делаем петельку. Дальше в арочку петельку. И здесь у нас как бы просто набор наших петелек. А дальше опять провязываем наши юбочки с поясочками. Итак, первую петельку потянули хорошенько. Дальше набираем. Раз, два, три. И опять все 3 петельки мы провязываем вот так вот через одну. Формируем вот такую вот юбочку. И точно так же шагаем дальше. Вначале мы делаем одну большую петельку. Потом 3 маленькие. Раз, два. И вот эту вот так вот в арочку. Хоп, 3. Все. И опять 3 петельки мы протягиваем через один общий поясок. Беремся, как вам удобнее, у вас все получится. Вот. И когда вы провяжете, да, вы увидите, что вы немножечко начинаете смещаться по диагонали влево. Будет очень-очень красиво. Все, давайте вот так вот до конца ряда. И вот здесь в конце ряда я вас встречаю, покажу, как мы заканчиваем. То есть мы повторяем все предыдущие наши ряды просто с небольшим смещением. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Вот у нас красота наша растет. Помним, да, что здесь мы, получается, петельки прибавляем с правой стороны, с левой, получается, убавляем. То есть после последней нашей юбочки с поясочком, что мы делаем? Вот мы просто берем, захватываем обычным способом наши петельки, набираем на крючок. Раз, два, чтобы краешек наш более ровно выглядел. Здесь мы захватим вот так вот 2. И опять так вот их, оп. Дальше возвращаемся обратно по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Помните, да, у нас здесь арочка из одной воздушной петельки. И мы делаем арочку. Оп. Дальше провязываем, берем крючок поудобнее. И точно так же возвращаемся на начало ряда по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять наша арочка из одной воздушной петельки. И мы делаем воздушную. Все. И вот так вот, точно так же, как в предыдущих рядах, мы возвращаемся. И по 2 петельки. Раз, берете крючок поудобнее. 2, 3, воздушная. Угу, угу. Все, давайте до начала ряда. В начале ряда я вас встречаю. Так, вот мы опять провязали практически до начала нашего ряда. Вот наша красота. И провязываем 2 последние петельки. На этом заканчиваем наш ряд. И опять точно так же набираем наши петельки. Пока еще только поясок делать не будем. Пока мы здесь только набираем.
начале нашего ряда. Раз, два, три. Со следующего ряда будет уже поясок. Все, а дальше опять то же самое. Первую петельку потянули хорошенько. Дальше. Раз, два, три. И 3 петельки протянули через наш поясочек. Все. Видите? Все больше и больше у нас смещается наш, вот такая полосочка влево. Все, несложно. Все, повторяем все то же самое до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, опять мы провязали практически до конца ряда. И здесь у нас уже остается в конце ряда, смотрите, уже 2 петельки. Мы их просто провязываем, как обычные петельки. Раз. И получается вот наши 2. Чтобы краешек наш выровнять, вот так вот захвачу. Оп, все. И возвращаемся на начало ряда. Для начала 2 петельки. Так. И смотрите, здесь мы провяжем опять по 2 петельки. То есть не будем делать нашу арочку. Ну, просто уже конец ряда. Раз, два, три. И воздушная. И дальше все то же самое. Опять раз, два, три. Воздушная. Поняли, да? Вот. Наша диагональ, как бы, да, вот эта вот полосочка, как бы уже практически до конца ряда дошла. Все, давайте вот так вот до конца, вернее, до начала ряда. И здесь я вас опять встречаю. Так, смотрите, вот провязали опять практически до конца. Вот наша красота. И все то же самое. Опять мы провязываем 2 петельки вместе, наш ряд закончен. Теперь мы, смотрите, набираем уже полноценно. У нас получается первая петелька, мы ее провязываем и вытягиваем. Оп, так. И дальше наши 3 петельки. Мы их не вытягиваем. Раз, два. И в арочку 3. И все 3 петельки протянули через наш поясок. Все. Это уже наш самый-самый первый ряд. Поняли, да? Все, дальше все то же самое. Опять у вас растет диагональ, получается, справа налево. Так, вот так вот она будет расти. Вот, здесь мы прибавляем, здесь мы убавляем. Понятно? Ну что, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получится очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая получается красота. Полосочки диагонально видно четко, понятно. Вот, пробуйте из любой пряжи. В любом случае будет красиво. Изнаночка, посмотрите, тоже ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Если это будет палантин, то что та сторона, что другая сторона могут быть у вас, да, лицевыми. Вот. Это если будет шарфик, снуд, тоже классно. Пробуйте из любой пряжи. И секционной, из меланжевой. Мне кажется, будут очень интересные полосочки, интересные переходы. Если это будет, например, снудик, вот так вот вы его развернете, да, вот так вот на шейке. Гляньте, тоже как интересно, ажурно, необычно, да. Шарфики, топики, маечки. Бежите из любой пряжи. Из толстой будут зимние изделия, из тоненькой будут летние изделия. Обязательно пробуйте. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, какими ниточками. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Давайте замерим красоту. Я сегодня, получается, набирала 34 воздушные петельки. Если это же пряжа, это тот же крючок, ну, допустим, да, моя плотность вязания, то есть сегодня я вот вязала, и у меня получается вот 18 сантиметров точно, но вот небольшим хвостиком. А тут получается у нас вот один как бы вот такой вот, как бы юбочка, да, это получается 2 ряда. То есть мы туда прошли и обратно. Это ряд тунисский. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. И здесь уже 12. И наборный, получается, да, у нас был. Это, получается, 13 рядов тунисских именно. Так, это у нас 9 сантиметров. Нежно, аккуратно, ровненько получается. Не скажу, что очень быстро, но, конечно, быстро. Вот видите, то есть он получается не сильно у нас высокий, да, не сильно такой, как бы быстро растет, но зато очень аккуратненький, очень ровненький. Как вам? Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите и смотрите видео в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.